Всем привет! У нас сейчас история. Мы снимаем квартиру, ищем жилье на длительный срок, договариваемся с риэлторами. Сейчас мы стоим под домом, ждем, когда спустится риэлтор, который назначил нам встречу на 3 часа, но уже опаздывает. И сказал, что у него там клиент наверху уже есть. Вот, поэтому неизвестно вообще, может, им не получится даже зайти посмотреть. Посмотрели первую квартиру, это студия, там примерно около 30 метров квадратных, нет мебели, но есть кухня, но в кухне нужно докупить холодильник. В принципе, отличный вариант в районе Бельграна. Сколько она стоит? Стоит, если перевести на доллары, то $220 в месяц, плюс риэлтору нужно заплатить один полный месяц, то есть тоже $220 риэлтору. Такие дела. Ну, вообще, квартира понравилась очень. Правда, вид там на место, это получается задняя сторона супермаркета, и туда вот приезжают сборщики вторсырья. Ну, с другой стороны, будет на что посмотреть. Контракт можно заключить на полгода. При этом, если можно будет его дальше продлить, но нужно будет заплатить комиссию еще раз риэлтору. Вот, такие дела. Не запросил никаких документов для подтверждения дохода или еще что-то подобное. Сказал, можно прямо вот так сразу заселяться, только подписать договор, и все. Наш любимый Камбио, обменник. Пошли. На мошенника вроде не похож, потому что уже больше недели с ним держим связь, и он вроде как номер не менял пока на связи. Сейчас мы идем смотреть другую квартиру, еще одну. Вот так строят дома новые в Буэнос-Айресе. Тут бывают маленькие здания такие старые, их сносят. И прям впритык между двумя другими домами строят новый. Обычно там чаще всего один вход, один подъезд. Такие узкие дома, очень плотно. Когда эти старые дома сносят, получается, вот так остаются следы, тоже прям впритык. И потом здесь тоже будут строить еще один дом, скорее всего. Дошли до второй квартиры. Здесь район похуже, это Палермо, ближе к Армянскому району, но здесь очень много граффити почему-то. Ну, такое, мне очень нравится. Сейчас вышли с просмотра, одну квартиру посмотрели, потом риэлтор предложил показать еще одну в этом же доме. Нормальные квартиры, но сам дом плохой. Еще этот риэлтор сказал, что ему не нужно платить комиссию, нужно заплатить сразу за 3 месяца и депозит, и можно заселяться. Это немножко нетипично, потому что другие риэлторы ставили совсем другие условия, поэтому немножко сомневаемся по этому поводу, да и район мне прям вообще не зашел. Очень много граффити, какие-то постройки непонятные, магазины такие нетипичные для Буэнос-Айреса, для того Буэнос-Айреса, к которому мы привыкли. Поэтому будем думать. 300 рублей. За квартиру он хотел вместе с коммунальными платежами, тоже без мебели, контракт на 3 месяца, $300. Немножко не дороже и не понравилось. Но все равно нужно подумать. Здесь, говорит, на Чили похоже. Мы приехали смотреть еще одну квартиру. Сейчас немножко покажу дом. Кажется, это такой склад, который переделали под лофты. Вот так он выглядит. Чистый, новый, опрятный.
Пойдем посмотрим, что вокруг расположено. Аккуратный район, в принципе, нормально здесь все. Магазинчики были, кофейня, все интересно, красиво. Есть кофейня, в которой сидят пенсионеры, сзади меня. У нас уже так сложилось, что если в районе живут пенсионеры, значит район хороший, безопасный. Сейчас с просмотра квартиры. Это действительно дом, бывшая фабрика. Вот там сделали квартиры, апартаменты, высокие потолки, все прикольно, так стильно. Но вот эти стены, которые обшиты пластиком, то есть это не герметичные, а просто пластиковые листы. Это немножко смущает, потому что летом будет точно очень жарко. Там один маленький кондиционер, который вряд ли справится с охлаждением. И бассейн намного меньше, чем на фотографиях был. Там на крыше тоже был бассейн. Стоит эта квартира со всеми платежами $390 в месяц. И плюс, если снимаешь на полгода, риэлтор забирает полную стоимость одного месяца. А если снимаешь на 3 месяца, то тогда половину этой стоимости. Такие дела. Но, скорее всего, мы от нее откажемся. Кажется, эту машину поставили не для того, чтобы парковаться в мусорке, но чтобы ее забрали, наверное. Итак, мы определились с квартирой. Сейчас идем отдавать залог, чтобы забронировать эту квартиру. Идем домой к риэлтору, потому что офис далеко. Но вроде риэлтор нормальный, не думаю, что она обманет. Такие дела. Выбрали квартиру в дальнем районе, Сан-Криштobаль или Сан-Криштobаль. В принципе, там нормальный тоже район. Не такой, конечно, крутой, как Бельграно и Палермо. Но зато квартира там очень классная. Мы сначала хотели снять квартиру в Бельграно, но риэлтор перестал выходить на связь вообще, то есть прям не отвечает и все. Это из таких мошенников, которые обманывают тебя не на деньги, а разбивают твое сердечко, дают тебе ложные надежды. То есть он бы мог просто написать, что ну все, квартира занята, но нет, он решил просто нас игнорировать. Такие дела. Поэтому снимаем то, что есть. Идешь такой по району, у тебя тут автосалон, ретро-автомобили. Сейчас посмотрим еще вот эти. Очень классные. Дошли до дома риэлтора. Ну, по крайней мере, мы знаем, где она живет, если что. Ну что, отдали мы залог, дали нам бумагу, что мы забронировали эту квартиру, какую сумму мы внесли и так далее. На мошенников точно не похоже, приличное агентство, хотя и на дому. Ну, точнее, просто к риэлтору домой приехали. Вот так. Теперь можно гулять со спокойной совестью. Вообще сейчас очень жарко стало, очень жаркие дни в Буэнос-Айресе, прям вообще жара. Поэтому сейчас мы поедем за одеждой теперь. Покупать будем себе что-то более комфортное для этой погоды. Мы снова подъехали к дому риэлтора, потому что, оказывается, хозяйка апартаментов отказалась нам сдавать жилье. Там перед тем, чтобы тебе одобрили твою кандидатуру на квартиру, нужно немножко рассказать, там, откуда у тебя доходы, чем ты занимаешься, откуда ты. Что-то не понравилось у нас хозяйке апартаментов, поэтому нам сегодня возвращают залог.
арендовать ту жилье, которое мы хотели изначально. Нам пришлось согласиться на то, что нам готовы были сдать. Вот сейчас мы едем, будем вносить предоплату за проживание. Согласились нам сдать квартиру в таком районе, где живет много мигрантов. И я теперь даже понимаю, почему. Потому что здесь вот прям буквально 2 блока от того дома, в котором мы сняли, начинается небольшая фавела, Биша, как тут называется, трущобы. Ну и контингент тут так себе тоже, соответственно. Что-то никак нет воды горячей. Еле теплая идет, уже минут 5 ждем. Приехали на подписание контракта. Такой встроенный шкаф здесь сразу в квартире. Шкаф покупать не надо. Они разбираются с водой. Место для холодильника. Здесь кухня, островок. Там балкон. И я просто в шоке, как мы не заметили этот вид прямо на эту фавелу, на Вишу. Там трущоба под мостом, с той и с другой стороны. Свежее граффити. Ну вот это точно не просто граффити, это переписка, скорее всего, каких-то банд. В Аргентине принято, чтобы в каждом жилом доме был работник, который отвечает за чистоту, помогает с мелкими ремонтами и прочее. И сейчас у нас не было в той квартире горячей воды, мы просили в прошлый раз починить, потому что она в прошлый раз не работала, мы были там дней 10 назад, но ничего не починили. Сегодня опять не было горячей воды, и этот риэлтор позвал работника этого дома, и пришел парень молодой, он был весь в татуировках, полностью, я думаю, шея в татуировках, руки полностью в татуировках, даже на ладонях были тату. Не хочу как показаться предвзятой, но что-то мне подсказывает, что человек этот ненадежный, хотя, конечно, люди могут меняться. Но почему-то меня этот факт очень сильно насторожил, и плюс местный контингент этого района, ну, то есть это вообще не тот Буэнос-Айрес, к которому мы привыкли, в котором хочется жить, это прям Латинская Америка. Поблизости этого дома нет полицейского участка, хотя это район Бельграна, считается хороший район, точнее окраина этого района. И рядом это фавела, поэтому, не знаю, будем думать, но вообще без DNI, без официального местного документа очень сложно что-либо сделать в Аргентине, здесь сильная бюрократия, поэтому будем думать, что нам делать дальше. Похоже, мы можем снимать жилье здесь только в этих фавелах.